Здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, самоорганизация Бога с управляющим действием человека. В данной теме я рассматриваю прежде всего такой момент, что когда речь идет о самоорганизации Бога, мы говорим о бесконечной структуре любого действия. То есть первое действие, даже самое начальное, это есть уже бесконечная структура. Поэтому, когда мы рассматриваем, например, позицию управления, связанную с тем, что речь идет о такой, например, структуре бытия, где организовывается сам человек, то здесь мы можем сказать, что Бог – это есть та сущность, которая организовывает и бесконечную структуру, и, например, конечное действие. Поэтому, когда мы говорим о самоорганизации Бога, то мы должны рассмотреть проекцию бесконечной среды в какое-то движение. Ну, то есть, если человек, например, двигает рукой и происходит какое-то действие, то данная структура, как конечная структура, есть проявление бесконечной макросреды. Ну, например, вот взять исходную позицию такую. Тогда мы можем сказать, что когда речь идет, например, о макроспасении или там излечении от тяжелого заболевания, то, предположим, действие Бога, как структура именно управления в данном уровне, это есть организация всего процесса, как макроспасения, так и, например, излечения. То есть Бог, Он существует в самом действии излечения, например, да? Но также и в самом действии макроспасения. Следовательно, когда мы говорим о самоорганизации Бога, то здесь существует два уровня. Это уровень, проявленный для человека, то, что воспринимает человек, и уровень, собственно говоря, самого Бога, где внимание человека и его восприятие – это также есть действие Бога, с точки зрения Бога. Поэтому, когда мы рассматриваем этот процесс с управляющим действием человека, то мы можем сказать, что управляющее действие человека отсюда может быть вполне бесконечным действием, потому что когда мы входим в систему управления, мы находимся, вообще говоря, в бесконечной среде, проявленной, например, в оптическом диапазоне. И вот выявление этой бесконечной среды, в общем-то, для того, чтобы получить управляющее действие, это есть уровень самоуправления человека, в том числе, в общем-то, и самоорганизации с точки зрения Бога. Здесь вот надо быть внимательными, потому что, когда я говорю с точки зрения Бога, надо рассматривать именно его точку зрения. Поэтому, когда мы говорим о том, каким образом, например, достичь действия с точки зрения и Бога, и человека, то мы рассматриваем организацию собственной личности, то есть собственного подхода для того, чтобы данное действие привело, например, к результату макроспасения. Или к результату именно такому, когда нужно какие-то действия так сбалансировать, чтобы восстановить, например, исходное нормальное состояние. И вот, исходя из этого, мы можем вполне сказать, что вот норма состояния, то есть более раннее нормальное состояние какой-то ситуации, это есть структура, в общем-то, вечности, которая практически проявлена в виде также организации Бога, потому что Бог, Он организован как в структуре, например, нормированной для человека, так и в структуре, например, будущих развитий. Но при этом будущие какие-то развития в системе управления человека, это не значит, что там не норма, там вполне может быть вполне нормальная для человека среда, естественно. И вот когда человек понимает, что именно норма с точки зрения вечности для Бога, норма, например, предшествующего события, это есть следующее действие Бога, то есть Бог, Он всегда действует нормально с точки зрения человека и для человека, по сущности, для души человека. Мы можем вполне, в общем-то, получить механизм управления такой же, как уровень именно самоорганизации Бога, где, например, действие человека с точки зрения Бога – это есть божественное действие, то есть действие самонаправленное, например, да, с идеями, с задачами Бога. И когда мы видим эту структуру как структуру управления, мы можем понять, предположим, вот сейчас, сидя в зале, что нужно делать, чтобы в состоянии обычного мышления, то есть, не предпринимая каких-то специальных действий, то есть, мы, например, можем рассуждать над разными процессами, каким образом мы можем одновременно спасать, одновременно, например, преодолевать какую-то ситуацию, связанную, возможно, с макроуничтожением, или, например, мы вполне можем предотвращать макрокатастрофу, если мы находимся в ситуации именно нормы. То есть норма – это есть, в общем-то, структура вечности, где норма заложена как структура предварительной организации с точки зрения Бога. Ведь
когда мы говорим об организации Бога, мы вполне можем сказать, что Бог организован в том числе и там, где человек не рассматривает начало его организации. То есть если мы вообще вот берем и делим структуру управления на такие действия, как начало, следствие, предположим, конец, да, или предначальное действие, то вот в предначальном действии тоже существует некая структура управления. И когда мы, например, хотим рассмотреть, каким образом самоорганизованный Бог, который, предположим, сам воссоздался в системе восприятия души человека, он существует еще до момента организации его самого. Тогда получается, что так как это и есть пространство все-таки Бога, то человек воспринимает, в общем-то, структуру знаний от Бога. Здесь очень четко выявлен критерий именно знаний. То есть человек видит и воспринимает ту систему, именно, в общем-то, которая проявлена как система организованная, ну, в виде каких-то оптических сигналов, да, в виде каких-то элементов управления с точки зрения человека. А вот если он не рассматривает этот вопрос, то получается, что вся внешняя среда – это есть среда до момента организации Бога в данной системе управления, естественно. Но в том числе этот вопрос такой, что до момента самоорганизации Бог также существует и также организован. И учитывая, что человек может, например, не обращать внимания на эту систему, то получается, что внешняя организация Бога для человека – это есть действие человека, но проявленное, в общем-то, в бесконечном будущем. Здесь очень четкая градация того, что мы можем вполне найти будущую среду, то есть как она вообще выглядит с точки зрения человека. И когда вы начинаете эту будущую среду искать уже по-человечески, то есть человеческими методами, то вы видите, что Бог, в общем-то, Он ищет и делает точно так же. Вот обратите внимание, здесь подход совершенно, в общем-то, иной, потому что я показываю, что Бог действует так же, когда действует человек. И отсюда мы видим уже следствие такого плана, что, да, человек, естественно, создание именно Божье по образу и подобию, потому что он действует как бы одновременно и вслед за человеком, то есть в как бы предорганизованной области, но как бы с другого конца, в общем-то, если так вот на геометрии судить. То есть следующее действие, а за ним, в общем-то, есть действие Бога. То есть по следу действия человека действует конкретно структура управления Бога. Отсюда мы вполне можем распознать вот это оптическое действие Бога, то есть выявить в системе информации, где есть действие Бога с точки зрения человека, и таким образом мы можем придать, в общем-то, этому свойству уровень управляемости. То есть мы можем как бы отсечь структуру человека, вот вообще говоря, сделать анализ, вот что человек в данной системе, возможно, не сделал полностью, да, или ему надо что-то дополнить в своем действии для того, чтобы будущее развитие было оптимальным и направленным на вечное и бесконечное развитие. Тогда надо, ну, как бы вот след некой матрицы, да, рассмотреть действие Бога в прошлых событиях и, отделив, например, действие человека, просто скоррелировать в будущем то, что нужно еще как бы доделать. Здесь вот существует такой же макросмысл в том, что сам Бог, когда Он показывает, что нужно доделать, Он также оставляет вот эту область, которую мы не рассматриваем как область организованную, то есть область, которую нужно еще как бы доорганизовывать в логическом смысле. Поэтому здесь по аналогии с Богом человек также действует одновременно, создавая область организованную и область, которую, в общем-то, можно отнести к области доорганизации его действия, то есть область, которую нужно скоррелировать и дополнить. Так вот, в области, например, выращивания органов человека, то есть регенерации органов, которые, ну, считается, что они, в общем-то, практически не растут, здесь можно использовать эту технологию, в общем-то, просто-навсего рассмотрев след действия Бога, то есть как Бог выращивал орган в человеке, и таким образом добавить управление в как бы область предорганизации, получить управляющий импульс как раз такого типа, чтобы вырос, например, там, орган после резекции, после удаления, да, после операции. В области управления по воскрешению здесь вполне можно рассмотреть такой уровень, что само воскрешение – это есть проявление точности позиции мира. Как только ваше сознание стыкуется с позицией Бога, то структура управления, структура мира, она становится вечной. Тогда получается, что мы вполне можем иметь воскрешенных, в общем-то, потому что мир восстановил свою истинную структуру. И получается, что вот этот уровень разделения структуры организации Бога и человека, это есть уровень управления, где мы практически, в общем-то, совершенствуем свою систему развития с точки зрения
самого Бога, и при этом, в общем-то, логически можем ставить такие задачи, как вечное развитие. Вот здесь я специально разделил то, что у человека есть истинно вечное развитие, то есть Бог дал изначально каждому жить и развиваться вечно, но логически поставленная задача — это как бы логическая надстройка в организации самого человека. Он может считать просто, что, поставив такую цель, он может этого достичь просто логически, даже если бы у него, например, не было, да, первоначальных каких-то знаний, что у него это в душе есть. А то, что в душе есть, эти знания изначально даны каждому в его теле, душе, в его духе, в сознании, в общем-то, во всех аспектах личности. И это безусловная величина, которая, в общем-то, может как бы постулироваться именно в действии логическом, именно в том уровне, где основа логического действия — это есть уровень следующего развития человека. Таким образом, логически поставив вопрос или просто в виде цели, вечное развитие, и в виде основы, имея реальную структуру, мы видим, что в человеке соединены фактически сущности той организации, именно которой обладает сам Бог, то есть уровнем видимым с точки зрения организации, то есть логика действий человека, и уровень, где человек практически уже спасся, то есть он от Бога такой, но при этом этот уровень находится в системе предорганизации. Человеку стоит только, предположим, наложить, да, усилием воли просто эти два уровня. В оптике это очень, в общем-то, просто, бесконечный уровень божественного проявления человека и логика, которая как бы как пласт накладывается сверху. И вот выделение этой структуры верхнего наложения — это есть уровень, когда Бог организовывается с управляющим действием человека. То есть управляющее действие человека существует, безусловно, и в том числе оно существует вне его. Вот эту именно величину в логике управления я ввожу впервые, именно с точки зрения как метода или методологии управления, потому что ранее я всегда сообщал о том, что принцип управления в большей степени — это уровень волевого действия человека. А в данном случае я показываю совершенно иную величину, надо здесь быть внимательными, потому что эта величина такая, что управляющее действие от Бога и от человека существует вне человека, но это есть действие человека. Следовательно, человек существует вне, например, физического тела, то есть он существует душой, например, как система управления, духом, как система бесконечного управления и так далее. И вот когда мы определяем эту точку, эту позицию мироздания, мы видим, что мир там реально спасен, там, вообще говоря, нет каких-либо именно прогнозных, проблемных именно ситуаций, именно прогнозных, потому что там очень четко открывается механизм того, что нужно делать. То есть возникает достаточно простая, ну, с точки зрения там, математики, некий возникает график, где совершенно видно вот эти вот возможные всплески, которые могут в будущем происходить, и вы с точки зрения управления всего лишь навсего можете эти всплески всего, как бы усилием воли нормировать. То есть в данном случае я показал методологию выделения, ну, в общем-то, неоптимального состояния в будущих событиях, и волевым усилием вы здесь можете обычным оптическим свечением, например, со стороны головного мозга или со стороны любой клетки вашего организма, уже из тела выровнять позицию до нормы. Следовательно, тело обладает функцией управления, где привязка к телу — это есть уровень точности действия. Вот вам стоит только сделать управление из тела, от физического тела своего, вы получаете, так же, как у физического тела единого Бога, действие бесконечное в конечном уровне управления. И здесь вы уже видите и понимаете сразу же, причем, то есть в том уровне управления, где вы управляете, безусловно, вместе с Богом управляете. Там вы понимаете, что, в общем-то, физическое тело человека — это есть уровень, который несет в себе всю полноту информации внешней реальности. Просто я вот это, ну, как бы разбил уровень восприятия на некие, в общем-то, этапы, как бы, где алгоритм управления — это есть управление от вас, и алгоритм, идущий как конкретные точки пространства вне вас. И вот когда вы эту точку пространства рассматриваете, то вы видите себя, но в душе Бога. Вот обратите внимание, я здесь привел к тому, что когда вы видите себя в душе Бога, то вы спасены, и вокруг вас нет какой-либо глобальной, тем более катастрофы. Более того, можно, в общем-то, восстановить действия, если более какие-то вот ранние катастрофы происходили, можно восстановить действия до нормы. Достаточно только ранние, в общем-то, катастрофические действия спроецировать на бесконечную систему
в организации самого Бога. Потому что как только вы входите в эту систему управления, фактически находясь в душе Бога, по сути, своей фракции сознания, вы начинаете уметь, значит, восстанавливать в том числе и прошлые события, и достаточно легко получается нормирование с точки зрения будущих событий, потому что в душе Бога что прошлые события можно нормировать, что будущее, в общем-то, одинаково как бы по силовым характеристикам управления. Достаточно только видеть свое собственное тело в системе информации. То есть придать смысловой уровень телу, где тело — это, в общем, как координатная система. Когда вы рассматриваете систему координат, идущую от тела, вы видите, что Бог дал вам осознание не только положения тела, но и осознание положения всего внешнего мира по отношению к вам. Более того, вы можете рассмотреть локально, где находится ваше чувство, где находится ваш, например, уровень мышления в пространстве. И когда вы начинаете входить в это пространство, вы видите, что это пространство — это, в общем-то, есть просто уровень всеобщей нормы. Вы находитесь в достаточно усредненном пространстве. То есть личность человека может находиться как бы в унифицированной среде, при этом она сохраняется и является совершенно индивидуальной. То есть вы видите объединение личности и мира, как бы неразрывную связь личности и мира, и при этом мир для вас не отделен от вас. Когда вы входите в эту систему управления, фактически вы видите, что стоит только вам сгруппироваться как бы внутри, да, то есть придать свойства нормы своему организму, все вокруг нормируется. То есть в этом случае процесс, например, лечения — это есть уровень просто реакции на свои как бы внутренние органы, на внутреннее состояние. То есть чтобы нормировать легкое, достаточно как бы представить в памяти в районе правого полушария, если правое легкое, вспомнить о нем и направить сигнал к другому человеку, и у того человека восстановится легкое. То есть принцип аналогии, как делает Бог. Когда вы, например, хотите рассмотреть другие процессы, я в данном случае привел просто один частный пример, можно просто посмотреть, какой орган восстанавливает, в общем-то, какой-либо другой орган у другого человека. Может быть, это речь идет о том, что нужно восстановить, предположим, дерево или там лесной массив от выгорания. Тогда возникает вопрос, как в этом случае сделать. В этом случае достаточно просто войти в систему неразрывности с внешней средой и, в общем-то, просто представить массив в виде нормы, что там, например, огонь не прогрессирует или его вообще нет, если он не начался. Тогда получается, что мы можем вполне на уровне обычного мышления получать позитивное управление, достаточно только лишь мыслить правильно, то есть фактически как бы выхватывать или увидеть те фрагменты среды, к которым нужно приблизить систему управления или которым нужно помочь. То есть, поэтому мы здесь вполне можем рассмотреть такую позицию, то, с чего вот я сегодняшнюю лекцию начал, что в состоянии, в общем-то, обычного мышления, когда вы мыслите по разным задачам, уметь делать нормирование, уметь видеть ситуацию и уметь в естественном свободном состоянии производить нормирование внешней среды и внутренней. То есть, когда вы начинаете в этом состоянии находиться, то вы видите, что даже если вы находитесь, например, в любом месте, где не обязательно делать силовые концентрации или технологические концентрации по макроспасению, вы все равно спасаете, потому что вы правильно видите эту среду. И когда вы эту среду правильно как бы диагностируете, то есть берете первичный сигнал, то вы, во-первых, уже выравниваете, то есть среду, которой нужно помочь, да, где нужно оптимизировать события. И, во-вторых, вы одновременно, в общем-то, вводите управляющий уровень всего лишь навсего саморегулированием. Когда вот ваше в общем-то, как бы самосовершенствование даже в этом уровне достигает такого плана, то есть саморегулирование становится таким, что вы, значит, видите среду одновременно как среду регулируемую и одновременно как среду как бы внешнюю, которой нужно помочь, где нужно сделать управление, то вы вполне здесь можете увидеть, что, например, если вы берете там тонкость мысли, хотите промыслить долго, да, какую-то ситуацию, то есть ввести тонкую там какую-то мысль в оптике в среду регулирования, то вы можете до необходимого уровня вводить управление. То есть сделать его, там, например, высокоинтеллектуальным или, например, наоборот, замедлить, сделать каким-то упрощенным и так далее. То есть среда, которая как раз-таки является средой организации
Создателя, с средой именно, где действует Бог, и среда, где вы действуете, это среда универсальная с точки зрения того, что вы можете импульс управления варьировать. Вот здесь я как раз пришел к тому, что можно варьировать импульс управления в реальном времени, как бы, в общем-то, даже не нагружаясь в области логического управления. То есть для этого вам нужно видеть душой и телом одновременно. Когда вы видите эту структуру управления, то получается, что ваше состояние – это и есть управление. Вы находитесь в непрерывной связи. Ну, предположим, ощущение примерно такое, что вы находитесь где-то в море, в воде, и при этом внешняя среда, она, в общем-то, как бы воспринимается как неразрывная по отношению к вам. Ну, вода как неразрывный фактор. Когда вы входите в такой процесс управления, конечно, это только аналогия достаточно условная, в общем-то, но это в том числе и тренинг. Когда вы начинаете в этом состоянии находиться, ну, все равно, что вы плаваете, да, в среде управления, тогда вы видите, что внешние события, они раскладываются точно так же, как вы организованы по отношению к Богу. То есть внешние события, которые, например, ну, проявлены как события, где надо сделать управление, здесь проявлено так, что вполне можно выделить фракцию до уровня организации события, а также можно выделить фракцию как бы уже после уровня организации. Тогда получается, что вы видите здесь, в общем-то, простую аналогию, и можете войти в корень события, в корневую структуру или в корневую константу, так скажем, события, где есть разделение между самим событием и между идеей и задачей Бога по отношению к событию. Тогда вы вполне можете увидеть самого Бога в данном действии. Ведь то, чему сейчас я учу, это видеть Бога, Его действия и уметь тогда действовать непосредственно прямо, потому что следующие действия, следующая методология может быть, ну, в общем-то, такой, что там придется вводить ваше собственное управление с точки зрения принятия решений. И тогда получается, что когда вы видите, как действует и показывает Бог, тогда вы можете действовать аналогично, и количество комбинаций, скажем, в общем-то, бесконечно, но здесь следует иметь в виду, что вот именно точное действие всегда конкретная величина. И вот когда вы видите действие Бога и видите, что есть точное действие, тогда вот вы можете выращивать, например, орган в человеке практически мгновенно, еще до уровня его организации. Стоит только выйти в уровень, где орган еще не организован Богом. Технологически это сделать просто с точки зрения роста органа. Например, рассматривая рост как уровень, в том числе организации органа Бога, мы вполне можем выйти в более раннее время и рассматривать такой процесс, что уже большая масса органа – это уже следующее состояние. Тогда мы можем с меньшей массы его как бы нарастить, и все. В принципе, это можно делать, если известна хотя бы одна клетка. То есть вместо расположения одной клетки данного органа. Так вот, задача управления в данном случае – это и задача нахождения как бы первичного признака управления, откуда следует ставить управление. И точно так же, когда речь идет о том, чтобы не было макрокатастрофы, здесь следует рассматривать признак, откуда следует делать управление, чтобы макрокатастрофы не было обязательно. Вот здесь нет возможности, например, предположим, делать часто второй импульс. Да? В первом импульсе нужно скоррелировать, чтобы не было макроуничтожения. Тогда получается, что вот уровень безусловности, то есть единственности действия, это есть ваше нормированное состояние сейчас. То есть вы вполне можете сказать, что стоит только зафиксировать нормальное состояние сейчас в мире, в обществе, и где-то сохранить в какой-то ячейке памяти или там в клеточной системе управления организма, и тогда дальше уже не будет макрокатастрофы. То есть то, что сейчас вы имеете, это есть гарант того, что в будущем не будет там макроуничтожения. Тогда, получается, мы вполне можем данный механизм перенести на то, чтобы не было по возможности и каких-то локальных катастроф. А в идеале и вообще в бесконечном развитии такого не должно быть. Тогда получается, что ваше естественное состояние – это опять уровень нормирования среды, и при этом такой уровень, который является в том числе и гарантом того, что вам не нужно предпринимать дополнительно каких-то действий, чтобы, например, не было макроуничтожения. Тогда вопрос в том, что делается, например, в случае принятия интенсивных действий. В данном случае мы рассматриваем в данной структуре моего учения, что передаются знания, где вы, в общем-то, совершенствуясь
как личность, как, например, управленец, просто в плане даже решения личных задач. Показываете технологию другим, но при этом ваша личность становится такой, что вы следующий уровень, вот именно признак неразрывности среды, следующий уровень практически как бы организовываете так, что предшествующий уровень является, в общем-то, началом. То есть вы так организовываете среду, что каждый уровень имеет свое принципиальное значение. И тогда получается, что вы практически постоянно увеличиваете уровень того, что не произойдет макрокатастрофа, например. То есть каждый предшествующий уровень гарантирует, что ее не будет с точки зрения всеобщности вашей личности, а развитие данной технологии приводит к тому, что вы постоянно резервируете, и каждая точка является таким же уровнем безусловности, что не будет макрокатастроф. Точно так же устроен сам Бог в плане именно действия по отношению к человеку. То есть Бог таким же образом дает знания, поэтому получать знания вполне можно как система, например, мощного оптического уровня восприятия. Когда вы смотрите на Бога, вы видите мощный оптический статус в том числе. И тогда получается, что чем больше вы, например, рассматриваете данную позицию, тем больше вы практически резервируете систему безопасности мира по отношению к задачам Бога. То есть Бог ставит разные задачи, например, бесконечное развитие мира вообще, тогда получается, что здесь вы должны эту задачу видеть и коррелировать свои действия по отношению ко всем событиям мира. Тогда получается действие, преддействие, следственное действие, это все едино в вашем импульсе восприятия. То есть вы должны рассматривать позицию восприятия так, как видит Бог, то есть вы должны видеть всеобщую, в общем-то, сущность управления, всеобщую сущность любого состояния среды. То есть вы должны видеть, что среда, которая возле вас, это универсальная среда с точки зрения управления, и в том числе это среда ваша. То есть вы здесь тоже находитесь, например, в системе управления возле физического тела. Когда вы видите эту систему, то вы видите проявление закона о том, что ваше управление правильно везде, и поэтому вы просто наблюдаете собственную фракцию управления. Но вы ее не просто как бы механически наблюдаете со стороны, а вы видите собственную личность здесь, да, на каком-то расстоянии от, например, даже объекта управления. То есть вы видите, как ваша личность вообще в этом мире развита. Ведь Бог видит себя во всеобщем проявлении, и вам, естественно, нужно стремиться понять, как Бог воспринимает мир и реальность. Поэтому, когда вы начинаете это понимать, то получается, что вы вполне сможете понять, что ваша личность, тем она и полна, то есть смысл именно в том, чтобы ощутить ту полноту личности, когда внешние явления, реальность, они неразделимы от вас. То есть вы практически охватываете все явления реальности гармонично. Гармоничное состояние личности. Тогда любое управление — это есть действие, в общем-то, практически уровня создания. То есть любой элемент реальности в этом случае вы создаете внутри как бы своей личности. И когда вы начинаете таким образом понимать реальность, то вы начинаете строить управление от уровня начального, то есть создаете место, откуда вы делаете управление, и практически проводите оптический импульс до среды управления. Получается всего лишь навсего отрезок, практически состоящий из двух точек. Начальный уровень управления и уровень действия. При этом уровень действия может находиться примерно все время в одной плоскости, в одной точке или в одной области. То есть вам не нужно удаляться на какое-то там большое или бесконечное расстояние, чтобы управлять какой-то там макро, например, да, галактикой, или же делать систему управления, связанную там с ростом ткани. Вам достаточно тогда всего лишь навсего сформировать начальный уровень действия. Ведь как только вы сформировали, дальше действие часто распространяется практически безусловно. Душа сама движет. То есть это есть движение от души. И когда вы начинаете видеть такой уровень реальности, то вот нахождение первичного уровня, откуда этот отрезок света как бы проецировать в управление, это есть специальное действие, также связанное с тем, что организация, например, Создателя, организация Бога, это есть также уровень первичной организации. И когда вы смотрите на этот уровень, то его можно рассмотреть уровня все-таки предорганизованной области. То есть
области, где организация еще не наблюдается. Поэтому данная область, она же также неразрывно связана с организованной областью, то есть с вами. И тогда получается, что вы вполне можете совершить это действие, всего лишь навсего рассмотрев свое собственное тело в своем восприятии. То есть вы для этого должны просто правильно посмотреть на свое тело. Вот чем посмотреть на свое тело и как? Для этого достаточно вывести структуру управления в виде духа, то есть сделать алгоритм достаточно простым в управлении. Сначала, например, конус духа, который вы видите как свечение вне тела, затем вы рассматриваете структуру души, где душа есть внешняя и внутренняя составляющая вашего физического тела, ну, то есть находится вне физического тела и одновременно в действии находится внутри. То есть внутри душа действующая, она вечно живущая. Жизнь есть действие. Например, в данном контексте можно рассмотреть управление. Тогда импульс начала свечения, откуда вот этот отрезок света берется, это есть импульс, который формируется, ну, например, как кремний, значит, когда используется для того, чтобы была искра, когда душа взаимодействует с духом, при этом ориентирована на вечное развитие тела, физического тела. Получается, таким образом мы формируем конкретно начало отрезка, следующее действие, например, чтобы произошло там оздоровление в зале, например, мощное оздоровление в зале, и, например, если, когда уже люди смотрят, например, видеокассету, чтобы там тоже, тогда получается, что отрезок первично начинает уходить в бесконечность, то есть бесконечное оздоровление, да, например. Мы видим действие Бога, как Бог учит восстанавливать, как Бог учит, например, быть здоровым человека и как в данном случае сделать так, чтобы не было макрокатастроф. Бесконечный уровень, уходящий вверх. Видим Бога отсюда, то есть сидя здесь, можно видеть Бога. Сделайте данное управление, то есть организуйте этот отрезок управления от себя с какой-то области, поставьте свои задачи и получите результат, лучше сразу. Я поработаю сейчас вместе с вами. Когда вы работаете, вы стараетесь не торопиться, потому что вы должны увидеть достижимость действия в спокойном состоянии. То есть вы должны на уровне духа все время воспринимать достижимость действия. То есть вы должны знать, что действие достижимо, например, или в конкретные сроки, или в конкретных обстоятельствах. То есть вам нужно иметь полную уверенность в том, что вы достигаете действия, тогда вы работаете спокойно. Но дело в том, что само понятие управления в данном контексте это есть то, что дух, который, вообще говоря, попадает в эту систему управления, он попадает всегда в реализованную систему управления. Вот в этом есть именно разница между Богом и человеком, что когда вы действуете по аналогии с тем, как действует Бог, то вы должны здесь знать, что Бог, он всегда действует с точки зрения реализации своих действий. И любое положительное, необходимое даже для человека действие, он всегда достигает. Поэтому, когда вы в предуправляющую область входите, уже именно ту область, которая рассматривается как предуправляющая область действия Бога. Это достаточно, конечно, условная величина, но с точки зрения человека мы можем ввести такую условную, в общем-то, характеристику управления и рассмотреть, что фактически Бог заложил в импульс управления, свой собственный импульс. Тогда получается, что когда вы делаете управление, идущее, например, от вас именно в заданную область управления, вы можете вполне видеть, что делает Бог по вашей задаче и находиться в спокойном состоянии, просто-навсего приближаясь к этой задаче с точки зрения Бога. Вот здесь важен именно механизм приближения к задаче, потому что когда вы приближаете задачи, например, по собственному наитию, то здесь получается, что вы можете вполне попадать часто как бы в область предорганизации действий по отношению к тому, как Бог поставил управление. Поэтому, чтобы сразу попасть в нужное действие, вы должны видеть свет Бога, идущий через осуществленное событие. И вот выделение этой фракции светов, ну, фактически как бы некая колея, по которой нужно идти, это есть уровень, где вы вполне можете встретить, например, там, следующего путника, то есть идущего той же дорогой, но идущего по отношению к вам. Когда вы видите, что он идет к вам, это и есть Бог. Если вы видите путника где-то еще, это уже другой путь.
Когда вы, например, рассматриваете управление в данном контексте, как правильно, да, идти по этим, ну, например, там, шпалам, да, условно, вы идете по рельсам даже, тогда получается, что вы вполне можете представить, что если, например, поезд едет по рельсам, вам нужно сойти с рельс и пропустить поезд. Но как сделать так, чтобы не нужно было долго идти с одного пункта в другой? Ну, такая достаточно, опять же, условная задача. И рельса — это только лишь символ того, что там может двигаться поезд. Тогда получается, что вы, встав, например, на шпалу, сразу же можете оказаться в своем восприятии в области реализации. А вот символом устойчивости это есть, ну, в общем, в данном случае здесь символом устойчивости являются именно шпалы и рельсы. То есть вы взяли фракцию, условно ввели в управлении, ввели как бы свое собственное действие по отношению к управлению. Но, в общем-то, управление как такового вы не делали. То есть вы просто ввели среду, обеспечивающую, ну, например, устойчивость, да, в вашем управлении. Тогда получается, что, в общем-то, данная среда управления — это есть, по сути, то, что вы формируете внешнюю реальность так, как бы даже не заглядывая в процесс управления. Ведь в данном случае я не сказал о том, что нужно обязательно выявить объект управления. И часто вы же, видимо, замечали, что подготовка к какому-то действию способствует этому действию, когда вы еще, в общем-то, не занимаетесь, да, конкретно этим действием управления. Здесь механизм примерно такой, но в данном случае я имел в виду, прежде всего, выделение света, идущего от Бога с точки зрения реализованного события, идти правильным путем. Тогда следующий фрагмент, он подобный, но вы должны увеличить систему управления, то есть добавить целевой фрагмент, что является вашей целью, да, увидеть, ну, как бы окончание этого пути, где есть реализация событий, или увидеть, что по встречному пути идет поезд. Вы видите, что это есть колея, а не просто, ну, некие железки, да? И так далее. То есть вы увеличиваете как внешнюю среду, так и саму цель управления. Таким образом, вы приходите к тому свету, который существует в вас. Вы же это делаете сами. То, что я сказал, это всего лишь навсего ваши логические действия, как бы обосновывающие устойчивость управления и совершающие как бы действия по единственности данного управления. Особенно это важно с точки зрения предотвращения макрокатастроф, когда нельзя допустить чего-то иного. И при этом каждое действие должно быть направлено на это. Когда вы находитесь в естественном состоянии, в обычном, как, например, сейчас, в том числе, когда я говорю, что сейчас нужно находиться вот в обычном состоянии, именно том, где не прилагается специальное управление, то это состояние тоже то состояние, где нет макрокатастроф. Когда вы, например, начинаете распознавать признаки состояния управления и признак, когда управление откуда-то происходит, вы видите, откуда происходит управление в вашей душе, то есть как вообще душа формирует управление. То есть вы видите, как душа практически двигается к структуре управления. То есть вы видите, вообще говоря, рост души. Это выглядит как просто оптический рост, то есть оптический уровень увеличивается, когда вы смотрите на информацию души. Но при этом вы видите саму душу, то есть вы можете посмотреть на информацию, но можете посмотреть на саму душу. Но когда вы смотрите на саму душу, вы видите, как она организовывает управление, и тогда вы смотрите из самой души. Это вот колоссально важный уровень управления, когда вы смотрите из души на саму душу и видите, как действует душа. То есть тогда получается, что вы находитесь в одной области, так как сделал Бог при создании мира, Он, находясь в единой области, сделал всю многогранную реальность, включая свою собственную самоорганизацию, включил систему управления и самого создания. Собственно, произвел, например, в отдаленной области своего сознания. При этом сознание назначил фактически сам. То есть все действия одновременные, но из одной локальной системы. Как сделать моносистему многогранной, то есть бесконечной системой. Задача такая, что для этого нужно, чтобы цель управления и действия, идущие к управлению, то есть внешняя атрибутика, в общем-то, все это было направлено на то, что вы видите самосовершенствование своей личности, идущей по задачам Бога. Когда вы начинаете видеть эти задачи в виде конкретных задач, то вы видите, что свет Бога — это есть свет, организующий все. Вот здесь вы вполне видите самого Бога как уровень, ну, скажем так, информации, как уровень именно Бога и как человека.
Когда вы это начинаете видеть, вы видите, что человек вечен. В целом человек, он в динамике вечен, в любой, в общем-то, системе проявления вечен. Но здесь возникает уже третий вопрос, а почему как бы в бытовой реальности все-таки есть иные, да, системы, где есть, например, там, какие-то проблемы, связанные с биологическим уровнем распада и так далее. То есть здесь получается, что вот именно уровень предуправления, то есть уровень, когда управляющее действие человека находится вне уровня, например, организации человека, мы получаем как раз-таки вот такой, в общем-то, дисбаланс, когда человек, например, видя, что происходит и как устроена реальность, по факту, в общем-то, собственной организации находится в условиях, когда, например, там возможны болезни, разрушения и так далее. То есть здесь уровень знаний, что нужно, так скажем, в знаниях здесь дополнить, что уровень организации действий человека должен быть именно таким, когда человек самостоятельно соорганизовывается вместе с Создателем, именно с Богом единым причем. Когда вы этот уровень начинаете распознавать, то ваше действие — это есть и уровень вашей собственной самоорганизации, уровень вашего собственного самовоссоздания в любом действии. Как только вы это умеете, вы видите, что вечность у вас происходит не потому, что есть некие критерии, например, такой жесткий и абсолютный, что вот человек, как физическая материя, обладает свойством вечности, и все. Потому что вечность — это и состояние именно то, которое вы нарабатываете путем работы души, духа, сознания и в том числе, конечно, вашего физического тела. В данном случае роль тела, она такова, что тело практически как аккумулятор, так скажем, знаний, да? То есть тело как система интеграции, в общем-то, знаний, например, души, тела в том числе самого, как отдельный спектр знаний, духа, сознания и так далее. То есть это есть уровень идентификации вашей личности, по сути. И когда вы начинаете видеть такую структуру в управлении, именно в неразрывном управлении с Богом, вы видите, что Бог, он тоже человек, даже максимальный человек, который делает фактически с вами ту же самую работу, практически. Просто он периодически как бы входит в систему макроуправления и кое-где как бы регулирует другие среды. А ваша задача уметь в том числе делать и то, что делает он. Потому что когда вы это делаете, Богу есть следующие задачи. И когда вы видите, что, ну, например, термин «у Бога есть следующая задача», вы видите, что он же сам себе ставит эти задачи, то вы видите, как вообще ставить задачи самому себе, так же, как делает Бог. Тогда вы уже практически входите в систему, в общем-то, автономного управления, то есть вы управляете самостоятельно в автономной, в общем-то, области своей личности. И получается, что в этом случае вы как ставите задачи, так и их решаете. Опять же, уровень естественности состояния. Все привыкли к тому, что задачи в основном они себе формируют самостоятельно. Поэтому получается, что вы находитесь в этой, в общем-то, достаточно логичной среде, и ясно, что вы, как постановщик задачи, являетесь началом этого свечения, где действия, идущие от вас к цели управления, это есть действия, идущие от вас, как от физического тела, то есть от личности фактически, где вы практически, вот если поставить задачу опять выявления этого отрезка управления, где есть формирование начального действия, то есть здесь главное найти, в какой точке пространства формируется начальный импульс, то эта точка уже становится вам тогда известной. Это вы сами, то есть ваше физическое тело, и здесь только следует добавить состояние души. Состояние, то есть как бы с кем стоит душа рядом, да? Состояние, стоять с кем-то одновременно, ну если вложить такой смысл в этот термин, то вот когда мы, предположим, это состояние смотрим по отношению к Богу, то мы видим, что все другие люди имеют равные позиции. Поэтому по моему учению именно в этой структуре управления передача знаний — это есть величина часто мгновенная. Вам достаточно достичь уровня управления, и вот именно в этом бесконечном, неразрывном пространстве управления все другие люди становятся такими же. Поэтому Бог, создавая пространство управления, естественно, всем дал одинаковый уровень именно божественного развития, то есть вечного. Когда вы начинаете это уже понимать логически, вы видите, где логика
отделена от как бы иррациональности души. То есть там, где логическая фаза души фактически переходит в логику сознания. Вы видите, как формируется ваше сознание самим Богом. Это, в общем-то, важный очень момент в управлении, когда вы видите формирование вашего собственного сознания, потому что сознание — это личностная характеристика, где вы вполне можете варьировать управление, как-то увеличивать ресурсы сознания путем там, изучения каких-то предметов, наук и так далее. А в данном случае вы видите, что происходит, когда формирует сознание Бог. Тогда получается именно процесс свободы воли человека, он заключен в том, что человек находится в гармоничном, свободном состоянии и видит, что формирование сознания — это тоже есть процесс управления для Бога. Логически же это понятно, что так как Бог все создал и создает в текущем времени, в реальном, то это и есть его процесс управления. И поэтому мы, в общем-то, здесь просто можем встать на эту позицию. Когда мы встанем на эту позицию с точки зрения Бога, мы видим, как нам лучше тогда сформировать свое сознание. Ведь в данном случае критерий действия Бога как матрица развития — это есть уровень, когда мы вполне можем увидеть его действие как бы в суе, то есть мы видим вообще, что он делает как человек. Когда это видно, то есть безусловный фактор передачи знаний, и всегда можно отличить истинного Бога, то есть всегда можно увидеть, что данный человек, он и есть Бог, и при этом его действие — это есть действие безусловное, то есть он дает в области предорганизации мира фактически. То есть он дает в области, где еще не сформировано действие, там, например, звука, действие, предположим, мысли, действие какое-то изображения или материального уровня. То есть его действие таково, что его физическое тело организовывает в естественном варианте весь внешний мир, всю внешнюю реальность. И дальше возникает, вообще говоря, уже специальный вопрос, он связан с тем, а как Бог организовывает, например, реальность, связанную с тем, что если вы, например, хотите сформировать управление, то данное управление должно быть управлением, например, идущим от вас и от Бога, да, одновременно. Тогда получается, что формирование реальности, например, формирование звука, когда Бог формирует звук, он прежде всего исходит из того, что звук может отличаться, ну, предположим, там, тембром, да, может отличаться какой-то именно ситуация там, с громкостью. Может быть так, что есть такой статус, как проникновенность звука, там, душевная проникновенность звука. Тогда получается, что когда вы начинаете делать управление с точки зрения того, что мы имеем, например, управление, идущее от, предположим, тембра, да, голоса там, или звуковых параметров голоса, то можно сказать так, что, предположим, ну, рассмотрев конкретный прикладной аспект управления, что нам нужно в звуковой форме изменить структуру там, внутреннего органа, там, восстановить, да, у кого-то из окружения. Тогда получается, что звуковая вибрация — это и есть восстановление. То есть каждый уровень управления — это есть уровень, направленный на то, что Бог создает явление неразрывно, в общем-то, связанное. То есть когда вы видите управление, идущее, например, от Бога к вам, то есть через, предположим, физическое тело единого Бога, вы видите, что достаточно, чтобы физическое тело единого Бога делало как бы просто свою работу, то есть чем-то Бог может заниматься, при этом он может просто варьировать звуковые формы, формы действия, и вы имеете абсолютную норму. Также может действовать и человек, то есть он вполне может осознать, какой звук где применить, какую форму управления, например, применить. То есть вполне здесь можно рассмотреть такой фактор, что если вы вкладываете просто в тембр голоса или там в мысль какую-то вибрацию души, какую-то проникновенность в управлении, то вы достигаете именно управления, потому что вы мыслите теми же, в общем-то, самыми категориями, но просто добавляете управляющий статус к своим действиям обычным. И вот когда вы, например, смотрите с точки зрения того, что Бог, Он и есть человек и делает, в общем-то, свои какие-то дела, в том числе человеческие, то вы видите, что по аналогии вы можете, делая какие-то дела, просто вкладывая в них структуру фактически, в общем-то, предуправляющую или структуру как бы действия, управления, где, в общем-то, вы вполне можете выделить сегмент такого плана, что если, например, вы делаете управление, идущее
ну, в бытовом, что ли, варианте решения вопроса, ну, как логическую, что ли, систему управления, то, заложив смысл управления, в общем-то, такой, что вы сможете там, например, сделать управление, идущее от вас, да, например, от вас к бесконечной среде, то вполне здесь будет проявлено такое действие, что если вы, например, делаете управление, идущее от внешней среды к вам, то есть вы рассматриваете, предположим, чувственный уровень управления, да, то тогда здесь внешняя среда может варьироваться таким образом, что звуковая там, или словесная форма управления – это и есть сама внешняя среда. То есть вот обратите внимание, я здесь достаточно много варьировал управление в плане том, чтобы было видно, что внешняя среда, то есть любая внешняя реальность – это есть ваше управление собственное. То есть когда вы начинаете это понимать на уровне, как бы, в общем-то, как здесь больше даже можно сказать, на уровне духа, находящегося в глубине сознания, то есть именно глубокого состояния духа. Когда вы начинаете это понимать, то вполне можно увидеть такой фактор, что ваше собственное управление, даже если вы его увеличиваете по скорости, то есть убыстряете, например, речь, да, создаете какие-то фонетические системы управления в речи, или можете увеличивать интенсивность звучания от души, то есть вы можете увеличивать структуру управления от души, при этом сохраняя речь, например, ровной. Но можете использовать мантровый признак, можете использовать какие-то другие вибрации звука, и при этом обратите внимание, что все это можно делать мысленно. То есть не обязательно, предположим, произносить вслух, но когда вы делаете мысленно, то вы должны здесь видеть, что управление, например, мысленное, то есть мысленное управление исходит от того, что делаем мы. То есть мы, почему это слово «мысленно» состоит, например, из такого же уровня, что сначала мы говорим слово «мы», да? То есть мысленное управление обладает свойством унифицированности. Если вы делаете какое-то управление от себя, то получается, что другие люди вполне могут различить систему управления с точки зрения вот, оптического уровня свечения данной мысли. И когда вы, например, предпринимаете действия по управлению, то получается, что, в общем-то, ваше управление – это есть в том числе и в какой-то степени унифицированное управление другого человека, направленное на, например, обеспечение жизнедеятельности всей среды и себя, да, в том числе. И здесь вы видите, что другой человек действует также по воле Бога, то вы можете посмотреть, увидев его действие, посмотреть, что в разнообразном мире Бог проявлен не как часто вот некая унифицированная там, или большая среда, да, именно где есть много параметров информации, а Бог проявлен так, что вы вполне видите именно одного человека, и через него видите, как выглядит Бог. Дальше вы видите только Бога. То есть, когда вы начинаете видеть конкретно только Бога, то все ваши параметры управления, например, там, звуковые параметры, значит, ну, предположим, определение управления как движение тела, да, например, или движение звука и параметры внешние, они начинают сливаться, по сути, в единое опять состояние. То есть, как бы вибрация, звук внешней среды, ваше собственное управление. И когда вы видите одного человека или видите только Бога, то вы видите, что вы находитесь в системе, где информация практически, она, в общем-то, не определена полностью. То есть вы попадаете в область, где управление еще не совершено. То есть, как бы, ну, с точки зрения таких абстрактных величин, например, это выглядит так, что есть некое внешнее множество, внутреннее, и вот они сливаются, получается неопределенное множество, где можно делать любое управление. То есть вы входите в такое состояние, но не трансовым образом. То есть вот здесь очень важно, что вы это должны видеть логически. В данном случае я показал структуру управления именно с точки зрения все-таки логики. То есть когда вы действуете логически, то вы видите, что вся внешняя информация, которая создается, это фактически как информация предуправляющая, и вы вполне можете из нее строить любую систему управления, естественно, созидательную, потому что другого уровня в данном управлении не получается. Даже если, например, кто-то хочет как-то сконструировать какую-то другую среду, то в условиях единения
именно гармонического типа, когда вы видите действие Бога, у вас может получаться только созидательное действие. Поэтому, когда вы начинаете сразу строить какие-то действия с точки зрения созидания, то получается, что вы вполне придаете этой среде какой-то информативный смысл. Ну, то есть вы придаете свойства, и при этом ведь надо еще здесь совершенно четко понимать, что среда-то, она существует и так вне вас, ну, например, окружение, да? Значит, поэтому, когда вы начинаете делать, то вы делаете в области, где делает Бог с точки зрения планирования будущих событий. И в этом случае, когда вы эти события уже реализовываете, вы вполне можете сделать тот статус управления, что любое событие выявлено как система бесконечной массы, то есть очень большой как бы информативной среды. Ну, например, это как некое там большое белое бесконечное облако, и вы можете, взяв свечение от этого облака, направить на свое событие, получить максимальную концентрацию управления уже в локальном событии. Но здесь вы как раз приходите к тому, что вы сталкиваетесь в общем-то, с той средой, в общем-то, с той проблемой, что вы фактически выделяете спектр событий таким образом, что логический именно уровень событий, вот когда вы начинаете эту среду к себе продвигать, вы видите, что логический фактор событий вы уже сформировали самостоятельно. То есть вы видите, что событие ваше личное вы уже сделали телом, душой, духом и здесь одновременно с Богом. То есть вот когда вы действуете в предуправляющей области, вы работаете одновременно с Богом. При этом, находясь как бы в полной связи с Ним, практически неразрывно вы с Ним, но одновременно имеете очень четко выраженный статус собственной личности, то есть полный уровень проявления личности. То есть личность совершенно четко, как кристалл, выявлена в уровне именно полного единения с Богом. То есть наоборот возникает элемент не как бы размывания личности, не рассеивания, а напротив выкристаллизовывания. Хотя вы не видите здесь разрыва с Богом. Так вот, когда вы эту структуру управления начинаете рассматривать как структуру, ну, например, там, звуковых форм, или, например, структуру управления, идущую от мышления, или структуру в виде, предположим, словесной фазы, то вы видите, что, по сути, просто в той или иной ситуации важно просто выбрать, ну, из механизма управления, естественного для вас, какой-то статус и насытить этот статус свойством. Если вы мыслите, значит, может быть, засветить данную мысль, да, более интенсивно. Если говорите, значит, в речь вложить, например, там, восстановительный импульс. Или же, чтобы ваша речь могла восстанавливать других, да, например, можно сделать так. Или какие-то элементы управления, что ваше мышление, просто мышление — это и есть восстановление, это и есть помощь. То есть вы, когда воспринимаете внешнее пространство, то получается, что вы имеете вполне часто восстановительный цикл управления. И когда вы, предположим, смотрите на то, что ваша, например, система управления уже сбалансирована, и вы создали как бы изначальный источник на уровне логики так, как это сделал Бог, то вы вполне можете сказать, что вы сделали правильно, и при этом сами создали событие. Как только вы к этому мнению приходите, то вы видите уже именно бесконечный импульс управления, то есть вы сформировали бесконечного уровня сверхскоростной импульс управления, и при этом вы вполне здесь видите, что когда вы данный сверхскоростной, в общем-то, уровень берете и реализовываете на уровне, например, в общем-то, развития этого импульса, предположим, вам нужно увеличить скорость, да, тогда надо, ну, там, предположим, слово сверхскоростной увеличить в размерах, в длине, или медленнее говорить, там, или заменить словом более длинным. И когда вы начинаете увеличивать интенсивность данного управления многократно, то есть вы начинаете, предположим, импульс уже логически увеличивать, вы опять взаимодействуете с Богом, но уже по вашей просьбе. То есть Бог, откликаясь на вашу логическую просьбу, увеличивает импульс, например, там, давая какие-то слова следующие, или показывая какие-то приемы, да, например, там можно слово проговорить медленнее или сделать, предположим, больше шипящих звуков и так далее. То есть, когда вы добавляете звуков, например, шипящих, вы входите в структуру как бы макроуправления, где
источник и приемник практически на одной, как бы, в общем-то, вибрационной частоте. То есть вы получаете практически уровень, когда вы имеете другое свойство. Если вы акцент, в общем, просто даже можно делать так, что не обязательно шипящим звуком придавать акцент, можно, наоборот, предположим, там гласным придавать больше акцент в речи, но это может быть не выявлено, а может быть где-то в чем-то выявлено, но не обязательно, предположим, делать так. Можно просто строить обычную речь, но насыщать буквы весовыми в общем, просто функциями. То есть, например, слово, если я говорю просто слово и начинаю увеличивать букву О, то получается, что вот этот фактор увеличения буквы, например, оптическим смыслом, позволяет это слово увидеть более ярко другим. То есть, когда вы начинаете просто-навсего увеличивать как бы оптических, в общем, не обязательно даже, можно так сказать, оптически делать параметры управления, а можно характеристики увеличивать духовные. То есть вы можете вкладывать какой-то другой смысл в управление и делать таким образом, чтобы ваши слова, они практически на уровне мышления сначала выходили именно в духовный план управления. То есть, проговорив мысленно какой-то вариант управления и вложив, например, духовный ряд, или просто на уровне духа проговорив, например, духом, можно так даже сделать, вы видите, что вот та именно внешняя среда, с которой вы работаете, да, информативная масса управления, она вполне может оставаться спокойной, как бы нетронутой, потому что вы работаете все время со своим аппаратом управления, и получается, что вам достаточно только стыковки с этой внешней массой управления, то есть с этой, в общем-то, с предуправляющей областью, и вы по аналогии с тем, как организовывается Бог, вы делаете всего лишь навсего систему разнообразия во внешнем мире, в том числе и во внутреннем. То есть вы можете, как я сказал, здесь работать одновременно и мысленно, и одновременно, например, словами. Тогда получается, что вы практически просто-навсего эту область управления имеете в виду. Точно так и для Бога любая внешняя область, она для Него известна. То есть она, в принципе, Ему как бы и не нужна. Область предуправления для логики Бога, она Ему не нужна, потому что Он все время воспринимает все явно. Точно так и здесь я, в общем-то, показал механизм, где вы, работая с формой, с интенсивностью, со звуком, с какими-то вибрационными параметрами, вполне можете делать управление, идущее на любое расстояние, но при этом не затрагивая предуправляющую область, то есть фактически не затрагивая источник, казалось бы, самого управления. То есть ведь я, когда обрисовал это облако, я сказал, что вполне это можно рассматривать как источник управления, из которого можно строить любую среду. Так получается, что можно работать просто своей собственной структурой. Значит, вы — это и есть источник управления. И когда вы начинаете видеть вот эту взаимосвязь, то вполне понятно, что достаточно в своей душе рассмотреть, например, параметры и принципы управления, в общем-то, такого типа, что вы находите в своей душе управляющий статус, то есть, например, там, вертикальный столб света, который характеризует достижимость какого-то управления в районе сердца, если взять, да, или в районе легкого, или вообще просто вне вас, просто свет, который есть свет управления. Тогда достаточно сказать, что вы понимаете, что данный свет — это есть реализация вашей задачи. Вам не надо переводить задачу на уровень расшифровки. Вам достаточно воспринять данный свет в данном месте, и вы знаете, что это так и есть. Вам даже не обязательно переводить в слова. Поэтому, когда вы начинаете понимать уже по-другому, то есть понимать по сущности мира, то вы получаете управление, идущее от души и Бога, находящегося практически возле вас, и в определенной степени Он работает через вас, и одновременно ваше собственное управление. Тогда получается, что вы вполне можете уже работать с понятийными системами, то есть системами, где не требуется уровень, вообще говоря, предуправления. И также устроен уровень управления Бога. Там уровень организации его самого вместе, например, с организацией управления человека. Это есть уровень, где нет каких-то третьих величин. То есть мы
здесь вполне видим такой статус, что когда вы, например, делаете управление, идущее от вас к, например, ну, какой-то бесконечной величине, предположим, вам нужно сформировать всю внешнюю реальность так, чтобы она развивалась по аналогии с Землей, например, что везде живут люди. Тогда получается, что данный статус управления это и статус, идущий от логической фазы управления. Но конечный уровень, да, скажем, управления, когда везде и всюду в бесконечном уровне живут люди, здесь статус, он такой, что другая реальность, она как бы вытесняется. Да, то есть другой среды здесь нет. Но если мы находим вторую планету, где живут люди, то взаимодействие между двумя планетами – это есть статус, когда люди уже живут, в общем-то, практически с точки зрения логики в двух местах, но здесь получается, что если мы третьего места не находим какого-то другого, то люди живут практически, даже если в двух местах, то получается везде. То есть логика такова, что человек может жить везде. Когда вы начинаете приходить опять к логике, например, первичного уровня, то здесь можно вполне сказать, что человек, живущий на Земле, он вполне может жить везде тогда. То есть, построив такие логические системы связи, мы вполне можем видеть, что человек сам организовывает внешний мир. И когда вы начинаете это видеть, что человек вполне может организовать внешний мир просто за счет процедуры мышления практически, то вы вполне видите как бы следующий ряд управления, что стоит только придать, в общем-то, конструкции мира практически свойства управления, идущие от вас, вы можете достичь управления в любой точке мира. То есть достичь того, что человек, в принципе, реально сможет жить везде. То есть если вакуум, значит создать материю, да, кислород и так далее. И как только вы видите, что, в общем-то, здесь сама материя – это есть управляемый фактор из текущего состояния, вот именно с теперешнего состояния, вы достигаете управления, естественно, своей личной задачей, в том числе в бесконечном будущем. Поэтому сделайте сейчас такое управление, возьмите два любых параметра, проведите, ну, как бы аналогию, ну, примерно так, как я сказал, не обязательно точно так, и найдите третий уровень управления и достигните управления личной задачей, но в бесконечном уровне реализации. То есть фактически можно достичь, например, там, бесконечной жизни в физическом теле, в одном. То есть сделайте сейчас это управление естественно, ну, как бы, может быть, в том числе занимаясь какими-то другими параллельными задачами. Вот сделайте сейчас это управление, я поработаю вместе с вами. Вообще желательно стараться делать управление в спокойном состоянии, вот именно по бесконечному развитию, потому что когда вы работаете с точки зрения бесконечной жизни, здесь, естественно, понятно, что любое состояние должно этому способствовать. Поэтому, когда вы находите безусловные формы управления на цель вечного развития, это очень полезно с точки зрения именно того, что вы набираетесь методологии, когда в любом состоянии, в любом действии вы все время работаете на цель собственного вечного развития. Тогда получается, что вы вполне достигаете именно критерия вечности в своем развитии через любое действие. При этом действие не такое, что вам нужно именно концентрироваться на том, что вот, делая данное действие, вы что-то вкладываете там в систему вечного развития, а просто-навсего вы это делаете безусловно. Ведь основная характеристика действия, вот так делать, как делает Бог, который вечен, он безусловно вечен и всегда вечен. Поэтому, когда он находится в состоянии, там, предположим, физического тела человека с точки зрения восприятия людей, тогда получается, что его любое действие – это есть как структура текущей вечности, так и постоянно какой-то вклад в его следующее вечное развитие. Поэтому то, что сказал сейчас я, это работа часто больше как бы внешней среды по отношению к вам. То есть это есть вы, но вы работаете с собой, с любой точки пространства-времени и с любого уровня сознания. Тогда получается, что когда вы, например, делаете управление, идущее, в общем-то, по отношению к вам из, ну, как сказать, здесь можно так сказать, что из разумного уровня внешней среды, но именно такого разумного уровня, например, пространства,
где вы сформировали данный статус разумности. То есть вы заложили, например, структуру своего вечного развития здесь. И уже исходя из этого, данная структура, она вас просто направляет на вечный уровень, и практически она достаточно органично, достаточно гармонично существует вместе с вами, но при этом это есть технология, то есть это есть конкретная технология управления, когда вы можете, видя просто эту структуру, видеть, каким образом ваши, например, органы развиваются с точки зрения вечного развития и в точку зрения вечного развития по отношению к тому, как другие люди видят данную точку. Да? То есть, например, так как мы работаем в системе коллективного сознания в том числе, и любой уровень максимального достижения по созидательному аспекту, он обязательно сразу проявлен в коллективном сознании, то получается, что мы должны определяться еще и с позиции, как бы с точки зрения наблюдателей, то есть именно тех людей, кто работает в данной сфере путем управления или кто, безусловно, там находится, ну, например, не придает этому значения. Так вот, когда мы начинаем видеть эту разницу, это, в принципе, достаточно большой механизм для того, чтобы суметь научить тех людей, кто делает, например, несознательно, или же добавить просто управление тем людям, которые, например, делают, ну, здесь так можно сказать, путем специального управления. Вот здесь мы можем вполне видеть, как делает Бог, вот кому Он что добавляет. Когда мы начинаем здесь анализировать именно ситуацию, вообще говоря, как Бог добавляет знания, вообще почему Он каким-то образом определяет позицию для конкретного человека, тогда мы входим именно в смысл управления, идущий от Бога, и здесь мы вполне можем увидеть такую характеристику управления, что стоит нам только понять смысл действия Бога по отношению к человеку, мы вполне можем добавить как безусловный смысл, то есть если человек занимается исключительно управлением и достигает результата, то показать ему, что существует безусловный смысл, который есть его собственная личность, где он, например, все равно становится вечным, даже если он не делает активных управляющих систем, например, в каких-то там целевых системах управления. Тогда получается, что мы, опять же, постепенно начинаем как бы интегрировать среду, где нет организованного управления, и среду, где уже управление организовано. Так вот, так как для Бога понятие неорганизованной среды, в принципе, с точки зрения Бога вообще нет, то, что Бог изначально любую среду воспринимает совершенно явно, то для человека, чтобы прийти к этому понятию, нужно уметь просто синтезировать, как бы накладывать неорганизованную среду на организованную или наоборот, и получать просто логичное целевое управление. То есть в данном случае цель управления — это и есть та среда, к которой происходит действие, и тогда получается, что здесь-то, в общем-то, получается, проблем нет. Достаточно только просто внимание сосредоточить на цели, и мы получаем управление. То есть выделив только саму среду управления. Тогда, по сути, предорганизация или там последственная организация — это уже не принципиальные моменты. И когда вы рассматриваете такой процесс, то вы видите, что выделение структуры именно целевого управления, и когда вы делаете это целевое управление, это есть уровень, в общем-то, по сути, тот, что вы практически должны очень четко целевую среду выявить, как бы ощутить. То есть вы должны ее сделать практически неразрывной с собой. Тогда получается, что критерием данной неразрывности, опять же, является ваше физическое тело, например. По сути, это 99, а часто в некоторых случаях это 100% точности, когда тело ваше четко воспринимает всю информацию целевой среды управления. Но тогда получается, что вы практически должны из целевой среды выявить норму тела, то есть вы фактически как создаете эту среду, так и получаете от этой среды управление, ну то есть, ну как бы, скажем, энергию, да, для дальнейших действий. Я называю достаточно условно энергию, потому что там работает ваша собственная личность, то есть вы же неразделимы с внешней системой управления, вы же ее ставите. Поэтому получается, что когда вы получаете вот этот импульс управления, то здесь вполне можно, например, получить мгновенный эффект
управления, выявив эту среду как бы локально. Вот, чтобы получить мгновенное действие, надо очень четко локализировать среду, сделать ее автономной, то есть похожей на человека, по сути. И когда вы все многогранные явления начинаете приближать к структуре развития человека, то получается, что среда, кстати, начинает приобретать эти же свойства. То есть животные становятся более разумными, растения более податливы, например, ментальному влиянию и так далее. И здесь просматривается будущее развитие человечества. То есть Бог заложил так, что все системы, находясь в гармонии, могут взаимодействовать на уровне, например, мышления, то есть или на уровне того интеллекта, который является как бы универсальным интеллектом. То есть там нет, например, там, нарушения прав из-за большей разумности и так далее. И тогда получается, что здесь мы получаем достаточно интегрированную среду, когда другое растение, какое-то растущее вне, может быть, даже среда обитания человечества, так скажем, да, оно практически, по сути, также адаптировано и, в общем-то, синхронизировано с жизнью всего человечества, что в дальнейшем при бесконечном развитии, вводя, например, в телепатический контакт, растение будет точно знать, что не будет уничтожено. То есть вот именно уровень взаимодействия, когда внешняя среда и внутренняя, то есть или локальная среда интегрированы, вы вполне можете видеть процесс именно существования Бога как человека. То есть вы можете видеть, когда вы этот процесс уже начинаете понимать, видеть, почему Бог, вот, например, избрал физическое тело человека и почему Он избрал именно по собственной воле. То есть почему Он организовался именно так. И когда вы начинаете эту структуру видеть, становятся понятными цели и достижения людей. То есть зачем люди стремятся к каким-то определенным, например, уровнем своего развития, как личным, так и общественным. То есть на человеческом уровне становится понятная система развития общества, система взаимодействия, например, таких вот, в общем-то, может быть, достаточно отдаленных систем, как там растения, там, дикие животные и так далее. И когда вы это в комплексе понимаете, вы видите, что ваша цель управления, она практически, на уровне информации уже находится в том месте, где вы решили управление. То есть я здесь сейчас перевел управление таким образом. Из концентрированной области вывел в систему решения, но информативную систему. Там нет оптической концентрации. Так же делает и Бог. Он конкретные локализованные системы переводит в систему взаимодействия с информацией, то есть с вечной средой. И получается, что для того, чтобы добиться целевого управления и добиться обязательно, необходимо, чтобы концентрированная локальная область, например, концентрированная в оптическом диапазоне, переводилась в то, что вы в виде информации понимаете, что вы достигли управления. Например, ваш дух воспринял то, что вы достигли управления. Тогда получается, что вы вполне видите управление, идущее от Бога, таким образом, что внешняя среда практически приходит к вам же. То есть ваше управление приходит к вам же на информации. То есть вы получаете статус собственной личности, это и есть гармония. Источник первичный, и источник окончательный – это вы. И когда вы это видите, то ясно, что организация Бога и одновременно с организацией человека – это есть то, когда вы делаете с одного уровня практическое управление. То есть вы фактически делаете управление, идущее одновременно от вас, например, да? То есть, и при этом вы видите, что данное управление, которое вы осуществляете, это есть управление всеобщее. То есть возникает совершенно множественная ситуация. То есть вы, например, ставите одну цель, а за счет того, что первичный импульс и конечный – это вы можете создать совершенно другое действие, третье. То есть действие, которое как бы вне области вашей задачи. Да? Но тем не менее, оно, это действие, как бы подчеркивает вашу задачу. Предположим, вы делаете концентрацию, идущую, например, на управляющий какой-то импульс, на управляющий сигнал, а при этом вам надо выделить, что вне этого управляющего сигнала существует еще какая-то реальность. Тогда, получается, вы должны создать внешнее действие, как бы альтернативное, что вот есть управляющий сигнал, а есть еще какое-то
другой вариант, да, есть какая-то другая задача, какие другие как бы движения и так далее. И тогда получается, что таким образом возникает многоярусная как бы реальность. То есть вот Бог создал мир многоликим для того, чтобы всегда достигать, получается, точного управления. При этом все внешнее, существующее вне этого мира, связано как логическим уровнем, ну как бы выделением спектра неразрывного, получается, управления. Любая другая автономная система — это есть выделение именно неразрывного спектра управления. И в том числе таким образом он создал, что его собственная организация и организация управляющего действия человека, когда это происходит в душе у человека, это есть обязательно точное достижение управления. То есть в этом случае вы управление достигаете абсолютно точно. И, например, вы, делая управление, идущее от вас по отношению к цели, вполне можете наблюдать, почему формируются какие-то внешние действия, например. То есть почему формируются какие-то, например, внутренние системы управления. То есть вы вполне можете создавать систему управления. То есть вы можете как бы взаимодействовать, предположим, телом, взаимодействовать звуком, да, взаимодействовать таким образом, чтобы показывать, что кроме канонических систем управления есть неканонические. То есть есть канонический звук, есть неканонический звук. Есть мысли канонические, есть мысли, которые находятся возле как бы этих канонических. Но, может быть, нельзя сказать, что они не канонические, но тем не менее они рождены именно каноническими мыслями. И поэтому, когда вы, предположим, начинаете делать управление, идущее от вас в плане именно как бы цели, вы должны четко видеть по возможности хотя бы один штрих вот этого как бы нецелевого проявления. Да? Тогда внешняя связь становится понятна, почему, делая какое-то управление, вы видите хотя бы одно нецелевое. И вот достаточно увидеть хотя бы один штрих, получается, что вы входите именно во всеобщую взаимосвязь вашего управления всей реальности. Потому что если бы было только локальное целевое управление, то получилось бы, что вы бы как бы существовали в неком одномерном, что ли, уровне реальности. И чтобы получить нечто внешнее, должно быть что-то нецелевое. И вот получается, что вот эта вот предуправляющая область, это есть просто многоликая реальность. То есть она имеет такие же права на существование, равные. И отсюда следует, что любое предуправление — это полностью сформированное управление. То есть с точки зрения Бога эта система, она настолько уже развита и имеет такую же структуру развития, как и, например, ваша, да, структура в плане цели управления. И отсюда совершенно понятно, что когда вы, например, делаете управление, то ваше управление, идущее, например, на бесконечное развитие, это есть, в общем-то, статус, ну, по сути такой, что вы формируете бесконечное количество событий часто одним импульсом управления. Также сделал и Бог, он, сделав единый, например, да, единственный импульс, сформировал всю реальность. По аналогии ясно, что таким образом вы видите гармонию, казалось бы, разрывных или там не связанных хаотических явлений. Как только вы начинаете данную гармонию воспринимать, видно, что в условиях обычного действия, то есть когда вы находитесь, может быть, там в обычном состоянии, ну, как бы не связанном с тем, что вы как-то особо конструируетесь или много вкладываете времени в управление, вы можете вполне совершать именно статус макроспасения. То есть вы вполне можете просто путем наблюдения единого внешнего действия, ну, предположим, там прошел человек рядом, да, где-то, показать, что мир не уничтожен. Он же прошел, значит, мир существует, да, и так далее. То есть, и поэтому, исходя из этого, как любое движение, любой элемент восприятия, это есть вечность и доказательство того, что мир разрушить нельзя. А учитывая, что у вас восприятие себя, по крайней мере, было, да, или вообще говоря, почему именно себя, то есть в момент даже начала организации вашей жизни, то ясно, что мир уже не уничтожен. Исходя вот из этих постулатов, то есть построив жесткую систему, в общем, как бы уверенности в управлении, вы вполне можете управление делать спокойно и неразрывно со своими текущими делами. Тогда будет ясно, что именно вот этот уровень взаимосвязанности и гармонии, именно тот уровень, на который сейчас вот я
вас именно настроил в плане, в общем, здесь больше как бы в плане технологическом. И когда, предположим, если мы рассмотрим уровень, предположим, взаимоменяемости звуков, да, слов, то здесь ясно, что можно какой-то звук, например, да, заменить, сохранив смысловой оттенок слова. То есть можно мысленно, например, вы говорите одно слово, а мысленно произносите другой звук. Тогда получается вот эта вот корреляция, да, то есть вот этот внешний признак какое-то управления, следующий, он не мешает вашему управлению. То есть можно, ну, как бы произнести это и в слове, как бы незаметно, да, или акцентировав какое-то усиление там именно по ударению, а можно слово произнести канонически, но при этом в неканонической форме произнести другой уровень, который бы не отвлекал именно с точки зрения физической реальности. То есть таким образом можно варьировать, зная закон распределения, как бы получается, информации, варьировать управление так, как делает управление Бог. То есть вы создаете реальность многогранную либо путем физического действия, то есть допускаете проявление физического действия, какой-то внешний другой признак, либо на уровне мышления меняете звуковую форму, или на уровне там, произнесения этого слова. Таким образом, вы вполне можете, ну, научившись там, коррелировать эти процессы с точки зрения, например, цели, то есть поработав практически, а вообще говоря, чтобы получить результат сейчас, значит, надо сконцентрировать, как я объяснил, область и получить выход на информацию к себе. Еще раз сконцентрируйтесь по своим задачам, по задачам макроспасения. Постарайтесь таким образом сделать, чтобы концентрация была быстрой, и вы получили управление сейчас за счет естественного состояния, то есть как бы не напрягаясь, да, не делая специального управления. Вот это особый статус. Ваша личность, работающая всегда, даже если вы не концентрируетесь. И при этом вы получили управление, зафиксировали, и старайтесь этот механизм, он достаточно такой часто, в общем-то, ну, который нужно выявлять. То есть тот механизм, который сейчас я показал, он часто требует выявления присутствия такой управляющей фазы. И вот как только вы его выявляете, вы управляете. Это достаточно тонкая грань, но она позволяет вам управлять в любом состоянии, даже если вы не вкладываете смысловой оттенок в действие. То есть не ставите именно формулировку управления, что, например, от этого действия происходит в том числе макроспасение. В данном случае у вас макроспасение происходит всегда. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.